Дорогие друзья, сниму небольшое видео ко вчерашнему видео, которое я сняла, и затрону немного тему патриотизма в правителях. Правителю патриотом быть не только престижно и правильно с точки зрения морали, но еще и выгодно. Я вам объясню почему. Это не о тупом патриотизме, придуманном, надуманном и надутом, как пытался сделать Гитлер, и, собственно говоря, все рухнуло. Рухнуло, потому что строилось на песке, и не было никакой настоящей истинной основы. Там было все сочинено, придумано. Это была просто пропаганда чистой воды. А возвышение одной нации над другими, о том, что они потомки чуть ли не полубогов, а истина совершенно была другая. Например, книгу Тацита «Германцы». В Германии 40-е годы переделали, точнее выдали за его труд совершенно иную работу. И там было сказано о величайших культурных, моральных, этических нормах древних германцев и о том, какие они издавали законы, как они чтили закон мироздания. Одним словом, обрисовано просто идеальное общество. На самом деле Тацит писал совершенно иное. Он писал об общих женах, о пьянстве, об отсутствии гигиены. Он писал о жестокости, о коварстве германских вождей, которые друг друга травили, друг на друга, говоря нашим языком, стучали римским императорам, пытаясь сместить друг друга с трона и прочее. И эта книга была у одного итальянского графа. Гитлер, будучи другом Муссолини, попросил через него этот труд. Но тот, Муссолини, да, стал посредником, но этот человек, обладатель этих рукописей, долго отказывал. Потом отдал всего лишь для того, чтобы сняли копию. Эту рукопись вернули назад. И Гитлер понимал, что пока этот труд существует, рано или поздно всплывет истина о том надуманном патриотизме, который он создал. И он всеми путями и способами пытался эту книгу заполучить, точнее, эту летопись. И данный человек, вот этот итальянский аристократ, когда напали на его дом, он со своей семьей несколько месяцев прятался в подвале. А те не знали об этом секретном подвале, иначе бы его, естественно, нашли. И сохранил эту рукопись. Сегодня это в музее в Италии. Конечно, героический поступок человека. Я даже не знаю, каждый бы выдержал. Мне кажется, любой бы отдал ради своей семьи. Но он понимал, что этот труд откроет глаза многим миллионам людям и поколениям, где надуманный патриотизм, где настоящий. Теперь вернемся к настоящему патриотизму. Почему изначально приговорены к провалу те правители, которые отрицают свое национальное и пытаются все отдать в чужие руки, европезировать, которые принимают чужие течения, не чтят свое национальное, наоборот, любыми путями пытаются вытравить это из народа, считая это старомодным, ненужным и прочее. Дорогие друзья, каждый народ, каждая нация поддерживается огромным эгрегором. Вот есть страна здесь, есть страна там, наверху так называемым. Хотя не наверху духи, это так мы образно говорим. Они в потусторонних измерениях, и как только человек умирает, его душа туда и попадает. И вот у каждого народа есть герои, есть люди, которые отдали свою жизнь за эту нацию. И эти души, они уходят в определенное место. Кельты называли это место Валхалой, германцы тоже, древние германцы. В их мифологии, теологии это Валхала. Место, где, куда идут души героев, героев народов. И в нужный момент
считалось, что души из Валхалы спускаются вниз и сражаются вместе с живыми рядом, спасая свое отечество. И вот чем больше героев у народа, тем защищеннее этот народ, тем больше шансов, что в трудные минуты в истории, в исторический период, эта нация выживет, потому что рядом с живыми будут сражаться мертвые. Так вот, предположим, есть Россия, есть духовная Россия. То есть души тех самых людей, которые преданно служили Отечеству. Это не только воины, это монахи, это обычные люди, это женщины, мужчины, дети, в конце концов, которые стояли за Ленинград и Сталинград. И эти люди, когда они умирают, у них особая энергия. Внутри живет особая энергия, если так грубо вам объяснить. Они приходят для того, чтобы служить этому народу. Вот любой человек, который служит народу, народам, миру, мировой культуре, либо спасает какой-либо народ или страну от погибели, у этого человека особая энергия, у него особая миссия, его не просто так отправили в этот мир. То есть он в какой-то мере избранный. И вот этот человек, когда уходит, он уходит в то измерение, где дальше продолжает сражаться за этот народ. То есть они уходят в определенное измерение, отдельно от других душ. И их миссия и после смерти в том числе своей силой и энергией служить этому народу. Теперь смотрите, для чего, например, по закону есть определенное наказание, да, вплоть до уголовного преследования, попрание или оскорбление национального символа. Национальный символ – это оберег страны. Какой национальный символ выбирает страна, народ, такой оберег у него и есть. И этот оберег усиливается тысячелетиями, поколениями. Люди это видят, люди это носят, люди это чтят. Они все время туда отправляют свои энергетические потоки. Он наполняется этими потоками. Это как бочка, понимаете, чан, куда каждый вливает мед. И вот этот чан наполняется медом. Приходит правитель, предположим, который начинает только черпать оттуда. Это касаемо тех правителей наших бывших республик, которые свою страну готовы продать всем, которые порицают национальные, скажем так, ценности, которые вытравливают, которые откровенно, явно ругаются, то есть надругательство над национальными символами, над праздниками, над Днем воспоминаний, гонение над героями своей нации. Они ослабляют эгрегор нации этим. То есть они обижают те силы, те души, которые жертвовали собой во имя этой Родины во время жизни своей и после смерти. И они отворачиваются от нации. Я как-то говорила, что когда в Армении, предположим, не пошли 24 апреля, прикрываясь какой-то фигней, которую я называть не хочу, они обидели души тех, кто за них жизнь отдал. И вы знаете, чем это обернулось. Они на сей раз не помогли народу. И дальше продолжают обижать. Попрание тех людей, которые отдали свою жизнь. Обнуление тех героев, которые ушли. Пытаются разрушить памятники тех людей, которые всю свою жизнь посвятили своей родине и так далее. Отворачивается защита от нации. Теперь посмотрим, что происходит в мире, что происходит в России, предположим. Давайте сравним. Человек во время своего управления поднял национальный дух. Мы вернули национальные символы. Далее. Одно создание бессмертного полка уже о многом говорит. Что такое бессмертный полк? Вообще любой митинг в
в честь или в память ушедших, любое мероприятие, то же самое 9 мая. Это дань уважения. Мы говорим дань памяти, но мы не понимаем, о чем речь. Мы думаем, что дань памяти это просто, ну, вспомнили, там, поблагодарили. Нет. Дань памяти – это отдать какую-то частицу энергии этим душам. Пожалуйста, откройте мою лекцию «Память – это сила», и очень многое там сказано. Для чего ставятся памятники людям, героям? Каждый раз, когда вы смотрите на памятник этого человека, вспоминайте, какая-то частица вашей энергии уходит в его душе. Почему человек рождается, и внутри, в подсознании, он хочет быть известным? Мы все в детстве, никто из нас не говорил, хочу быть там дворником или водителем. Мы все говорили, хочу быть певицей, хочу быть космонавтом. Почему? Потому что нам это дано. Каждый из нас, когда приходит сюда, получает такой подробный инструктаж. Идешь на землю, стараешься делать как можно больше хороших дел, стараешься оставить после себя крепкий род, хороших детей воспитанных, достойную семью, стараешься как можно больше сделать достойных поступков, чтобы тебя долго помнили, и приходишь сюда. И тогда каждый раз, когда тебя будут помнить добрым словом, когда говорят поминать добрым словом, это определенная положительная энергия, которая уходит к душе. И постоянно эта душа перемещается, поднимается выше и выше по планкам. Вот эти пласты, астральные или пласты мироздания, это определенные этапы, это как ступеньки, куда душа вступает. Чем выше поднимается душа, тем ему там комфортнее. У него очень много энергии. Это некий такой маленький божок становится, понимаете? И вот когда человек воссоздал бессмертный полк, взять фотографию погибших, родных, близких, да просто соседа, да просто героя, идти. И вот эта огромная энергия, если бы вы могли, например, эти фотографии обработать каким-то определенным способом, есть такие специальные приспособления, которые помогают, показывают энергетическое поле вокруг какого-либо мероприятия, вы бы удивились, какое мощное просто энергетическое поле образуется вокруг вот таких шествий. Даже раз в году, проводя такое шествие, полк бессмертных, мы такую огромную энергию отдаем этим душам, и не может не быть оттуда отдачи, понимаете? Почему нужно быть патриотом? Это важно. Это выгодно, если хотите так, с точки зрения выгоды, хотя не очень звучит, но все же скажу. Потому что чем больше вы помните своих предков, отдаете им энергии, оттуда больше защиты идет к вам. Чем больше вы предпочитаете свое, родное, чем больше вы чтите ту землю, где живете, чем больше вы чествуете героев, чем больше национального патриотического подъема, тем больше оттуда идет энергетическая помощь. Вот этот покров, который не дает стране погибнуть. Народы, которые погибли, канули в лету, все народы древних времен, они просто забыли свое национальное, понимаете, они слились с другими народами, они поставили на первое место материальное, хотя это важно, но это не самое главное. Вспомните, например, Римскую империю. Погрязли в блуде, в грязи. У одного человека могло быть по 40 тысяч рабов. Моральное просто ушло абсолютно не то, что на второй план, наверное, на последний план в жизни. Попирали своих богов, попирали своих героев. И в итоге Римская империя просто разрушилась. Вспомним Византию. Европейские послы, которые вносили все время раздор между вельможами Византии. В итоге они продались османам. В итоге они начали думать, что ничего страшного такого нет, если какую-то часть Византии отдадим османам, потом другую часть, потом полностью всю Византию, все равно будем хорошо жить. Они за посулы, за все попрали память предков. И
скажем так, решили, что не столь важна энергия своей родной земли, чужеродные пустили к себе, и это чужеродное их захватило. Поднимая патриотический дух, уважая символы своей страны, любя свое исконное, защищая свое, помня своих героев, предков, свой род, помня тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие этой страны, мы даем им постоянно энергию. Вечера воспоминаний, шествия, вот эти все уроки патриотизма, которые даются, это не просто так, ради красоты или ради галочки. Может, люди даже этого не понимают, подсознательно делают. Но в древние времена, когда люди лучше знали законы мироздания и Вселенной, они понимали, зачем что делается. Во Вселенной нет ничего случайного. Вселенная не руководствуется чувствами и желаниями. Вселенная руководствуется четкой механикой. Есть вселенский закон. Отдаешь – получишь. Не отдаешь – ничего не получишь. Так вот, народы, которые ничего не отдают своим предкам, не отдают дань памяти своей земле, своей символике, всему тому, что свое обладает такой энергией защиты, они постепенно ослабевают просто свою защиту, и в итоге предки отворачиваются от этих людей, отворачиваются души воинов, они больше не защищают. И так народ погибает. Так вот, дорогие друзья, человек, который управляет этой страной, возродил символику этой страны, заставил весь мир кланяться и уважать эту страну. Какие-то экономические неурядицы несравнимы с тем, что были в 90-е, голодные годы, войны, Первая Чеченская, Вторая, абсолютное разложение армии и всего на свете. Вспомните эти годы. Перестроить экономику страны в другие русла, более национальные, иногда бывает болезненно, требуется несколько лет, и опять же входим в эти русла. Это огромная страна, огромной страной управлять намного тяжелее. И поэтому, естественно, нужно время. Мы развивающаяся страна. Великая депрессия в Америке длилась 50 лет. Об этом почему-то никто не хочет помнить и говорить. Все эти вестерны об этом преступном Чикаго и так далее. Это все относится к Великой депрессии Америки того времени, когда уже люди просто думали, что скоро это все может закончиться очень плачевно и страна распадется. Это всего лишь исторический процесс. Почему мы боимся всего? Потому что мы мало читаем, потому что мы мало изучаем, потому что мы не уделяем внимания книге, думая, что мы все посмотрим. Нет, совершенно не так. Книга обладает особой силой, открывает чуланы разума. Мозг человека, читающего, и мозг не читающего мыслит совершенно по-разному. Итак, чем больше мы отдаем в эгрегор этой страны дань памяти, тем больше оттуда получаем. Почему мы носим цветы на кладбище? Почему мы носим цветы на мемориалы, на памятники? К памятникам, извиняюсь. Цветы – это живая энергия. И пока цветы умирают, там, грубо говоря, уходят души, которые пришли, которых мы призвали туда. Мы же к ним пришли на поклон, мы же пришли их благодарить. Вот эта живая энергия цветов идет к ним. Почему зажигаем свечи? Это с язычества. Огонь. Огонь питает энергией, сильной, мощной энергией, одна из самых сильных энергий мироздания, питает души. Почему вечный огонь горит? Вечный огонь, постоянная энергия. Те, кому это посвящено, они приходят, набираются энергии и уходят. Мы им, как бы сказать, за все то, что они сделали, они спасли роды, они спасли человеческие роды, дали продолжение. А мы в благодарность даем
возможность насытиться энергией. Они спускаются, берут энергию, поднимаются, им этой энергии достаточно. Мы питаемся пищей, души питаются энергией. Когда у них нет энергии, они слабы. Для них это мучительно и тяжело. Далее. Почему солдат считается спасителем Отечества? Почему к нему должно быть особое отношение? Почему человек, который отдал свою жизнь за других, не считается убийцей, он считается воином? Потому что благодаря этому человеку продолжается род. Чей-то род. Он спас женщину. Женщина вышла замуж, родила детей. Эти дети создали свои семьи, родили своих детей. Те дети через несколько сотен лет – это целый город людей. Через 1000 лет – это целое поколение, это целый народ. Один человек дал жизнь целому народу. И вот пока эти поколения есть, пока эти люди рождаются, живут в семье, у них дети рождаются и так далее, вся энергия благодарности этих людей, даже если они не знают, что они благодаря какому-то человеку просто есть и существуют, но по закону Вселенной их род обязан. Почему мы говорим, мы перед ними в долгу? Это слово не просто так. Это все идет с древних времен. Это архетипы. То есть это то, что мы выполняем, не понимая того, но диктует наше подсознание. Мы говорим, мы перед ними в долгу. Не только перед воинами. Мы в долгу перед деятелями искусства, которые ездили по фронтам и поднимали дух. Понимаете, слово «дух». Человек состоит из души, тела и духа. Дух – это энергия, сила Вселенной. Ну, скажем, пускай по понятиям христианства это сила Бога. Дух. Если у человека есть душа, у всех есть душа, даже у последних подонков, потому что без души человек жить не может. Это то, что заставляет твое тело двигаться, говорить и так далее. И есть тело. Но если нет духа, то есть того самого Божьей силы, как называли, то он ничтожен, он просто говорящее тело. Почему много людей, которые вроде бы красивые, здоровые, едят, пьют, разговаривают, они мертвы? Потому что в них нет духа. Вот это слово «душка» нету. Понимаете? Нету духа. Дух – это все положительные, сильные волевые качества, которые в человеке собраны. Это двигает человека вперед. Это как мотор, двигатель. Без духа человек никто. Без духа человек не идет защищать Родину. Без духа человек не выйдет перед тысячной там толпой, скажем, или публикой, ладно уж, чтобы выступить. Без духа человек не пойдет, не станет руководителем какой-то отрасли. Если он без духа, его там поставили, он недолго там, его там поиспользуют, унизят и выкинут. Мы перед ними в долгу. Это означает, что благодаря этим людям страна стоит. Благодаря этим людям люди родили новых людей, создали семьи. И Вселенная берет с нашего рода, без нашего согласия, если мы в долгу перед кем-то, и постоянно отдает некую часть энергии. Мы это не замечаем. Мы, когда идем, например, на какие-то мероприятия, праздники, у нас воодушевленность, мы друг у друга взяли эту энергию. И, кроме всего прочего, энергия ушедших, которые пришли посмотреть, как их помнят, вспоминают. Мы все воодушевленные, но уставшие. Идем домой. Почему уставшие? Не только потому, что мы шагали долго, а потому что мы отдали дань памяти. Мы отдали частицу своей силы, своего духа, своей энергии тем душам, перед которыми мы в долгу, благодаря которым эта земля существует. Даже если вы приехали в эту страну и живете здесь уже на готовое все, то есть ваши предки вот за эту страну не сражались. Мои предки сражались. У меня 5 дедов дошло до Берлина, это родных дедов. Там еще много. Когда их хоронили, каждого из них,
места не было эти ордена. С нашего села, где я родилась, 2 героя Советского Союза. Маленькое село, там больше 40 тысяч, ой, фу ты, 40 человек, извини. Хотела по всей Грузии сказать. По всей Грузии еще больше было. 40 человек, пропавших без вести. Несколько сотен поехали воевать. Маленькое селение. А представьте, сколько. Вот эта песня «Нет в России семьи такой», да, где не был бы памятен свой герой, это не просто так сказано. Мы все перед ними в долгу. Мы отдаем дань. И вот та же самая Европа, спасенная нашими дедами, сама не замечает, что она перед нами в долгу. И когда она нарушает эту систему, то есть пытается, как бы вам сказать, доминировать. Благодаря нам она жива. И даже если она не помнит, что перед нами в долгу, Вселенная это помнит. И каждый раз осаждает и ставит ее обратно на место. Видите? Ты перед ними в долгу. Ты в долгу перед советским солдатом. Сиди молча и замолчи. Вот таким образом. Я надеюсь, что вы теперь поняли, почему патриотизм и патриотичные люди, они более светлые, сильные, защищенные, потому что они все время получают подпитку оттуда. Они отдают дань памяти и получают защиту. И страна, которая верна своим традициям, своим обычаям, своей дороге, которая не смотрит по сторонам и не пытается кому-либо понравиться. Вот я сейчас начну попирать своих героев, а мне, значит, в Европе поаплодирует. Такая страна и такой народ лишается. Постепенно, конечно, не сразу, но постепенно начинает основы расшатывать своего дома, и в конце концов просто дом рушится на их головы. Народ, страна, человек патриотичный всегда под защитой тех сил, которых он возвышает. Человек вернул наше национальное, исконное, родное. Дерево без корней сохнет. Наши корни – это то, что наше дедовское, отцовское. Оттуда мы питаемся. И пока мы питаемся, мы будем жить. И мы, кроме этого, сами должны питать эти корни своими поступками, своей жизнью, данью памяти, не забывая о том, кому мы обязаны своей жизнью и существованием. Мы отдаем им, они отдают нам. Мы отдаем им дань памяти и энергию, они отдают нам защиту и силу перебороть трудности. Так вот, тот человек, который возродил это все и дал душам ушедших возможность все время питаться энергией, как вы думаете, эти души не стоят за ним ратью? Конечно же, стоят. Вот о чем речь. Береги свое, люби свои корни, чти отцов своих. Слово «чти отца и матери» – это не только физическому отцу и матери касается. Иногда отец и мать бросают ребенка и не помнят его, и живут своей жизнью вообще. Там не про таких сказано отцов и матерей. Там сказано о корнях. Смотрите глубже и научитесь думать, анализировать. Все взаимосвязано во Вселенной. Даже если ты не хочешь, не спрашивай тебя, Вселенная сделает так, как считает правильным. Ибо Вселенная руководствуется разумом. Не эмоциями, не страхом, не ужасом, не радостью, не любовью, разумом. Вот люди, которые живут разумом, а не чувствами, они всегда выигрывают. Вот о чем речь. Всем удачи!